Добрый день, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Испечем очень вкусный торт украинской кухни, который называется Таврийские зори. Это торт из моего детства. Его очень часто выпекали мне на день рождения. Он на основе шоколадных коржей, нежных сливочных, с вкусным сметанным кремом, а также с кисло-сладкой прослойкой из вишни, которая гармонично дополняет этот тортик. Как всегда, делается все очень просто, легко, получается вкусно. В описании под видео указано количество ингредиентов. В чашу миксера я вбила яйца, добавила щепотку соли и взбиваю где-то 3 минуты. Затем всыпаю сахар, ванильный сахар и взбиваю 7-8 минут до посветления и пышной массы. Далее добавляю сметану, у меня обычная магазинная, 20% жирности, но можно брать и меньшую жирность. В сите соединяю муку, какао и разрыхлитель и просеиваю в основную массу. И далее аккуратно уже лопаткой я замешиваю тесто. Миксер здесь нам не понадобится. Масса должна быть пышной и не забитая. Вот такое полужидкое тесто получается. Я его выливаю в форму, застеленную пергаментной бумагой, разравниваю. Духовка у меня заранее разогрета на 160 градусов. Выпекается такой бисквит примерно 20-25 минут. Ставлю в разогретую духовку и только потом готовлю тесто на светлый корж. Все точно так же соединяю все продукты, только лишь не буду добавлять сюда какао. Взбила яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром, добавила сметану, взбила. И далее вот мука с разрыхлителем без какао. В общем-то точно такой же корж получается, только он с таким приятным ванильным сливочным вкусом будет. Замешиваю тесто. Готовый у меня уже шоколадный корж. Я его сразу же достаю из формы и выливаю все светлое тесто в форму и сразу же ставлю в духовку. Нельзя приготовить все тесто на 2 коржа одновременно, потому что это тесто ждать не любит. Замешивайте все по отдельности. Далее я сразу же удаляю пергамент с коржей и остужаю их на решетке. Вишню я высыпаю в кастрюлю, это у меня свежая вишня без косточек, добавляю сахар, ставлю на плиту и довожу до растворения сахара. Далее добавляю сюда кукурузный крахмал, перемешиваю и варю несколько минут до загустения, примерно 3-4 минутки. И получается вот такая густая прослойка из вишни. Коржи у меня полностью остыли, я их разрезаю на 2 части. Делать это несложно, просто острым ножом, либо если у вас есть, то струной. Получается вот такой воздушный бисквит, очень пористый, такой нежный. Я разрезала сначала ванильный корж, теперь вот разрезаю шоколадный. Видите, никакого труда это не составляет. Итого у меня получается 2 шоколадных и 2 ванильных коржа. Готовлю крем. Сметану смешиваю с сахарной пудрой, и я буду пользоваться загустителем. Если вы не хотите этого делать, то заранее сметану отвесьте накануне. Далее я вот так венчиком немножко перемешала, чтобы пудра не взлетела вверх, и взбиваю примерно 3-4 минуты до загустения. Получается вот такой густой, стабильный воздушный крем. И теперь я собираю торт на подносе, выкладываю шоколадный корж, покрываю кремом, приблизительно делю крем на равные части, так, чтобы у меня хватило смазать все коржи и покрыть торт еще сверху. Как видите, собирать его можно без формы, потому что, повторюсь, крем стабильный, он не вытекает, поэтому можно делать просто на подносе. Далее точно так же я разделила на равные части вишню. Нужно ее разделить на 3 части, чтобы хватило для прослойки, а верх торта мы уже будем украшать по-другому. Выкладываю часть вишни, накрываю светлым коржом, опять покрываю кремом и далее вишня. В общем, все как всегда. Выкладываю вторую часть вишни,
Как видите, очень густая прослойка получается, тоже нигде ничего не вытекает. И теперь этот тортик можно собирать в шахматном порядке, чередовать шоколадные коржи со светлыми. Но в моем детстве делали именно так. Низ и верх торта были шоколадными, поэтому я начинаю собирать с шоколадного коржа, потом выкладываю 2 светлых и далее уже покрываю сверху шоколадным коржом. Вот так вот получается у меня, слегка прижимаю и покрываю тортик сверху кремом. Его тоже нужно заблаговременно оставить, так чтобы хватило на это, промазать бока и верх торта. И далее у меня была небольшая шоколадка, я ее растопила, хотела покрыть полностью глазурью, но оказалось ее мало, поэтому я вот так полила в хаотичном порядке и просто тоненькой деревянной шпажкой нарисовала хаотичные узоры. Ставлю торт в холодильник, обычно я это делаю на ночь, он прекрасно стабилизируется, пропитывается, разрезаю его порционно, получаются такие как пирожные. Торт очень нежный, очень вкусные сметанные коржи, они необычные такие бисквитные, и конечно вот это дополнение вишневое, это просто изюминка, скажем так, этого торта. Очень вкусный, он очень простой, обязательно выпекайте, надеюсь, что рецепт вам пригодится. Очень жду ваших отзывов в комментариях, благодарю за лайки и поддержку. Всем мира и добра!